Совсем недавно я вам говорил то, что покажу свое новое место работы во Вьетнаме и встретимся с руководством. Так вот, этот момент настал. Присаживайтесь поудобнее. Всем привет и приятного просмотра. Поехали! Мы подходим к стадиону. Вокруг дома. Очень уютно все это смотрится. Сам стадион. Директор сейчас проводит тренировку с перспективным футболистом маленьким. Тут у нас гараж. Тут хранятся различные инструменты для ремонта, для всего. Огород. Где-нибудь видели, чтобы на футбольном поле был огород? Здесь он есть. Детская площадка, потому что тренируется самый разный возраст, с 4 и до 15 лет. Поэтому тут абсолютно все дети могут тренироваться. Но опять же, с 4 лет, не раньше. Давайте зайдем. Вот она, тренировочка. В самом разгаре, точнее, уже заканчивается. Это заминка. Сейчас молодой человек даст нам небольшое интервью. Окей? Well done. That's good. Как тебя зовут, чемпион? Меня зовут Лэй Зайхунг. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. Хочешь ли ты стать профессиональным футболистом в будущем? Да, я хочу стать профессиональным футболистом и играть за сборную Вьетнама. Стеснительный малый. Он реально перспективный, я потому что видел, как он играет. Добрый день, директор. Привет всем, меня зовут Бао, и мне 45 лет. Как давно вы открыты? Мы новые в этом деле, нам всего 2 месяца. У нас есть большие планы на будущее. Каков ваш план? Я хочу построить еще одно футбольное поле, но не буду ограничиваться только футболом. Построю мини-спортивный комплекс. Чуть позже я вам все расскажу и покажу. Сколько нужно денег, чтобы закончить все строительство? Я думаю, нам понадобится от 500 до 600 миллионов вьетнамских донгов, чтобы завершить все наши проекты. Мы будем делать это постепенно, по мере возможности. Есть ли у вашей команды спонсор? Здесь у нас только духовная поддержка, а также юридическая. Если говорить про деньги, у нас нет и не было никаких спонсоров. Строить все только на свои деньги. Все получится. Нужно только время. А прямо сейчас должен приехать грузовик с мороженым, и мы его установим. Затем мы пройдемся по этой территории, и я вам все покажу. Какое мороженое ты хотел бы попробовать? Я бы выбрал что-нибудь фруктовое. Сейчас что-нибудь найдем. Вот, как раз фруктовое, клубничное. Держи. Спасибо большое. Сейчас мы пойдем на площадку, где будет только строительство, только начинаться, зарождается. Только сейчас все. Как я вообще попал сюда? Удивительно. Вовремя или нет, не знаю. Это территория нового стадиона. Здесь будет искусственное покрытие. Места как раз достаточно для стандартного мини-футбольного поля. Конечно, сейчас тут асфальт, но совсем скоро мы подготовим место, чтобы постелить траву. Как я сказал ранее, это будет не только футбол, а также баскетбол. Надеюсь, получится все это уместить, и чтобы всем было комфортно тренироваться. Там находится запасной выход.
Для строительства он нужен, чтобы заезжала техника. Тут было много мусора. Трактор все это почистил. Давай пройдем чуть дальше. Тут у нас будет зона для тайского бокса. Левее будет располагаться 2 жилых комнаты. На этом месте мы построим душ и туалет. Яму сделаем чуть-чуть глубже. Я думаю, все как раз располагается так, как надо. Мне нравится этот план. Я так понимаю, то, что именно это место будет построено для тренера, возможно, для меня, и я смогу здесь жить. То есть это будет очень удобно. Я, получается, выхожу из дома и сразу же тренирую, работаю здесь. Все верно. У меня как раз и была такая задумка, чтобы тренер не ездил через весь город, а жил прямо здесь. Ты можешь тут жить, если захочешь. Сейчас тут нет крыши. Это мы сделаем. Полы и все остальное. Будет очень уютно и комфортно. А в этой комнате, скорее всего, сделаем небольшой офис, где с тренерами будем советоваться и пить чай. Согласись, это здорово. Сколько нам потребуется месяцев или лет, чтобы все это построить? Я думаю, для всей этой области понадобится примерно год. Много всего предстоит сделать. Во-первых, это экономическая сторона. Тут нужно будет много вложений. Во-вторых, человеческая проблема. То, что я один. Надеюсь, ты мне поможешь. Скажите, для чего вы вообще все это делаете? Какая цель? Вся идея заключается в том, чтобы дети с 4 до 16 лет тренировались спортом, а не вступали в какие-нибудь плохие компании. Также моя цель – создать профессиональные команды. В тайском боксе выступали на соревнованиях и побеждали. Вот такой вот план. Как видишь, я уже начал потихоньку перевозить необходимые вещи. Этот бак для воды я привез из дома, чтобы потом установить его вон там. А у себя дома поставил другой, но я считаю, что он еще в хорошем состоянии и прослужит не 1 год. Остается только немного починить вот здесь. И все. Сегодня очень жаркая погода, и можно обгореть на солнце. Я предлагаю съездить и выпить сок. Это невыносимо. Мы заехали во вьетнамское кафе. Сейчас температура воздуха около 37 градусов, поэтому можно пить только холодный, свежевыжатый сок. Апельсиновый. Сейчас я вам покажу меню на вьетнамском языке, поэтому если у вас есть переводчик в телефоне, а я думаю, он практически у всех есть, если есть интернет, то без проблем можно перевести. Ну или если у вас есть хороший друг или знакомый, который также может помочь в этом деле. Я обычно показываю пальцем, ну если у меня телефона с собой нет, и либо говорю по-английски, но мало кто понимает на самом деле, поэтому первым делом, то, что я сделал, это взял сим-карту и интернет. Да, это замечательное кафе. Часто прихожу сюда утолить жажду. Я хотел сказать, что вьетнамский народ очень гостеприимный, и нам приятно, когда люди чувствуют себя как дома. Если у тебя есть свободное время, я приглашаю тебя в гости. Директор приехал немного раньше, потому что были дела по дому, ну а я подъехал только что. Нас уже ждут. Добро пожаловать ко мне домой. Проходи, Алекс. Заходим. Здесь очень светло. Вот так. Немного воды. Yeah, thank you. Раз уж мы зашли во вьетнамский дом, расскажите, как здесь все вообще расположено, сколько этажей. Интересно знать вообще, как во Вьетнаме живут люди. Понятно, что есть дома хуже, есть лучше, но интересно именно ваше мнение. На самом деле, этому дому уже много лет. И совсем недавно был сделан свежий ремонт, но еще в процессе. Здесь 4 этажа. Кухня, 3 этажа жилые.
а 4 для стирки, сушки одежды и растений. Расскажите, кто живет вместе с вами? Я и моя жена, а также наши дети. У нас их 3. У меня 2 дочки и сын. Старший делает акцент сейчас на учебе. Другая дочь увлекается футболом. А вот сын проявляет интерес к единоборству. Очень уютный дом. Хотят ли ваши дети построить спортивную карьеру? Я скажу так, что дети должны сами выбирать, кем им хочется стать и чем им нравится заниматься. Конечно, я хотел бы, чтобы они были спортсменами. Например, мой младший сын, он проявляет интерес к боксу, а средний – к футболу. Дочка сейчас фокусируется на учебе. В каком возрасте вы завершили свою футбольную карьеру? Я завершил свою футбольную карьеру очень рано, когда мне было всего 20 лет. Я подавал большие надежды, играл в первой лиге, но в один день все изменилось. Я получил серьезную травму на футбольном матче и с тех пор играю в футбол только для себя. Я вспоминаю тот день, соперник играл очень грубо, постоянно нарушали правила. Я делал быстрый дриблинг, и соперник врезался в меня со всей скорости. Я даже его не видел. Я сделал что-то вроде сальто и упал на землю спиной. Почувствовал сильную боль и не мог самостоятельно встать. Меня защемил нерв так, что я не чувствовал некоторые части тела. Потребовалось время и тренировки, чтобы пришло все в норму. Но даже сейчас, когда я играю, чувствую дискомфорт. С возрастом начинаешь понимать, что здоровье – это очень важно, поэтому я разминаю себя чаще, чем раньше. Делаю массаж спины. Ну что могу сказать? Это футбол. Расскажите какую-нибудь историю, связанную с футболом, либо на стадионе, либо когда вы играли в футбол, возможно, с вашими друзьями. Да, у меня есть такая история. Как говорится, и смех, и грех. Мы играли с друзьями, и все было отлично. Ирония заключается в том, что это произошло уже после игры, когда мы сели отдохнуть. Один из моих друзей сел и поставил руки назад. В этот момент его локти вышли из суставов. Мы даже сразу не поняли, что произошло. Я никогда не видел этого ранее и не думал, что такое может произойти, потому что он просто сидел. Мы сразу же поехали в больницу, и там врачи вправили все на место. Но заживление было очень долгим. Мы сильно за него переживали и напугались тогда. Как сейчас он себя чувствует? Сейчас он чувствует себя отлично, и мы опять играем в футбол. Если есть возможность, покажите, пожалуйста, дом, как все расположено. Потому что в России, например, у нас мало кто может себе позволить 4-этажный дом, и мало кто имеет представление, как это. Кухня. It's kitchen. Đúng rồi. Đúng rồi, xong hết lên trên kia. О, very high. Очень высоко. Поднимаемся наверх. Очень красиво, светло. Không dùng giường. Xin chào. Xin chào. Hello teacher. Hello. Đưa cái bên mặt này ra. Комната сына. Yeah. Комната сына. Сын. Để trên tầng trên. Каждый раз. Đây phòng kho. Chứa đồ linh tinh. Ага, еще не готово. В процессе. Đây là phòng thờ. Слушайте, ну очень много комнат. Để bàn thờ. Здесь зона молитвы. Nhà thờ ông bà tổ tiên.
Thường mỗi khi ở đây là phải thắp hương. Đây là trên ban thờ, đây là trên sân thượng. Phơi quần áo. Thì, Окей, сланцы. Забыл. phơi quần áo thì các thứ. Сушка. Đây có thể nhìn được cái hồ đấy. Đây đang sửa chưa xong. Đang sửa mái chưa xong. Đây là cái view nhìn ra hồ, Красивый вид. rất mát. Там озеро. Очень красивый вид. Здесь растения вон различные. Сейчас опущу камеру. Слушайте, ну круто, я бы сказал. Мне нравится. Это нам нужно для тренировок, манишки. Сегодня будет тренировка через час. Все, отправляемся на тренировку. Окей, thank you. Спасибо всем за просмотр этого видео. Надеюсь, было интересно. Впереди новые и интересные ролики о Вьетнаме и нашей работе. Всем пока.